Всем привет! Сегодня я покажу, как вязать такой узор из ТикТока. Техника вязания здесь немного необычная, но узор вяжется быстро и просто. Такие рельефные, структурные, вертикальные дорожки будут классно смотреться из любой пряжи, так как узор хорошо держит форму. Так выглядит узор с лицевой стороны. Так он выглядит с изнаночной стороны. С изнаночной стороны узор гладкий. Перед вами базовый ряд, подготовительный, который провязывается только один раз после набора петель. Раппорт узора в высоту составляет 2 ряда. Раппорт узора есть и в ряду. Раппорт этого узора составляет 5 петель, которые постоянно повторяются. Здесь указаны 3 раппорта по 5 петель. Для того, чтобы для поворотного вязания набрать необходимое количество петель, ваше количество петель должно делиться на число петель раппорта на 5, то есть должно быть кратно 5. Плюс вы добавляете 2 кромочные петли. И плюс еще добавляете 2 петли симметрии. Петли симметрии нужны для того, чтобы узор гармонично смотрелся в своем начале и конце, то есть был симметричным. Для образца я набрала 19 петель. Это 3 раппорта по 5 петель. 15 петель плюс 2 кромочные петли, 17 петель и плюс 2 петли симметрия узора, 19 петель. После набора петель ниточки я всегда завязываю узелком. Набирала петли самым обычным классическим способом набора. Вытаскиваю одну спицу и вяжу подготовительный базовый ряд. Кромочную петлю первую снимаю. Далее провязываю 2 лицевые петли за передние стенки, так как после набора классического петель петли лежат как при классическом способе вязания. Поэтому лицевые петли мы провязываем за переднюю стенку лицевыми классическими петлями. Далее идут 3 изнаночные петли. Изнаночные я провязываю бабушкиными петлями. Провязали 3 изнаночные петли. Это у нас раппорт узора из 5 петель. После раппорта узора вешаем обязательно маркер, чтобы потом не путаться. Вяжем второй раппорт. 2 лицевые петли за переднюю стенку, так их удобнее вязать. Затем 3 изнаночные петли. Провязываем 3 изнаночные бабушкины петли. Провязали еще один раппорт и вешаем после него маркер. То есть раппорты мы будем отделять друг от друга маркерами. Провязываем следующий раппорт. 2 лицевые петли за передние стенки. 3 изнаночные петли бабушкины. В дальнейшем все петли лицевые и изнаночные мы будем вязать бабушкиными петлями. Провязали еще один раппорт узора. Вешаем маркер. После последнего раппорта я повешу маркер другого цвета. Далее у нас идут 2 лицевые петли симметрии. Провязываем их за передние стенки. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Базовый ряд провязали. Базовый ряд провязываем только один раз после набора петель.
А далее повторяем постоянно вверх по вязанию первый и второй ряд. Итак, мы вышли на лицевую сторону, где у нас такая красивая косичка наборного ряда, и вяжем первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее по узору провязываем 2 изнаночные петли. Маркер переснимаем. И далее у нас, это были петли симметрии, и далее у нас идет раппорт узора. Маркер пересняли, перед нами 3 лицевые петли. Первую петлю мы переснимаем, не провязывая, на правую спицу, нить за работой. Вводим правую спицу внутрь этой петли первой из 3 и переснимаем на правую спицу. Остались 2 петли, вторая и третья. Мы сначала их провяжем 2 вместе, одной лицевой, а потом третью петлю провяжем еще раз лицевой петлей. Как это сделать? Провязываем 2 петли вместе, одной лицевой, введя правую спицу справа налево внутрь этих петель. Захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли вместе, одной лицевой, но не сбрасываем их со спицы, а сбрасываем только крайнюю петлю. Сбросили крайнюю петлю со спицы, а следующую петлю провязываем еще раз одной лицевой петлей. Далее идут у нас 2 изнаночные петли по рисунку. Провязываем 2 изнаночные петли. Маркер переснимаем, один раппорт узора провязали. Далее перед нами 3 лицевые петли. Первую петлю мы переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу внутрь нее, рабочая нить за работой. А вторую и третью петли провязываем 2 вместе, одной лицевой петлей за задние стенки. Но со спицы их не сбрасываем, а сбрасываем только крайнюю петлю со спицы. А вот следующую петлю еще раз провязываем лицевой петлей. Далее по узору у нас идут 2 изнаночные петли. Провязали второй раппорт узора из 5 петель. Маркер переснимаем. Перед нами 3 лицевые петли. Вот они. Первую петлю переснимаем на правую спицу, введя правую спицу внутрь ее, рабочая нить за работой. А вторую и третью провязываем 2 вместе за задние стенки одной лицевой петлей, но не сбрасываем их со спицы, а сбрасываем только крайнюю петлю со спицы с левой, а следующую петлю провязываем еще раз лицевой петлей за заднюю стенку. Провязали еще, довязываем раппорт, 2 изнаночные петли. Провязали еще один раппорт узора, кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Разворачиваем работу на изнаночную сторону, второй изнаночный ряд. Две лицевые петли, кромочную снимаем, 2 лицевые петли, провязываем их по узору лицевыми петлями за задние стенки. Все петли будем провязывать бабушкиными, и изнаночные, и лицевые. Далее перед нами 3 изнаночные петли. Вот так они выглядят. Немного необычно лежат. Первую изнаночную петлю мы переснимаем на правую спицу, не провязывая. Для этого переводим рабочую нить вперед работы, правую спицу вводим внутрь первой петли и переснимаем на правую спицу нить перед работой, то есть перед петлей. Вот так.
А следующие 2 петли провяжем сначала 2 вместе изнаночной петлей бабушкиной, а затем третью петлю провяжем еще раз изнаночной бабушкиной. Провязываем 2 петли вместе изнаночной бабушкиной петлей. Но не сбрасываем эти 2 петли со спицы, а сбрасываем только крайнюю петлю со спицы. А следующую петлю провязываем еще раз изнаночной бабушкиной петлей. Раппорт узора провязали, маркер переснимаем. По рисунку провязываем 2 лицевые петли со задней стенки. Все петли бабушкины у нас. Перед нами 3 изнаночные петли. Они лежат немного необычно, но это 3 изнаночные петли у нас. Смотрятся как изнаночные. Вот так. Первую изнаночную петлю мы переснимаем, не провязывая. Для этого нить рабочую переводим вперед работы, правую спицу заводим в первую петлю и переснимаем ее на правую спицу, нить перед петлей. Вторую и третью петли провязываем 2 вместе, одной изнаночной петлей бабушкиной, но не сбрасываем их со спицы, а сбрасываем со спицы только первую петлю. Первую петлю сбросили, а следующую петлю еще раз провязываем изнаночной бабушкиной петлей. Провязали еще один раппорт узора, маркер переснимаем. По рисунку 2 лицевые петли. Перед нами опять 3 изнаночные петли. Вот так они выглядят. Первую петлю переснимаем, не провязывая, на правую спицу, нить перед работой, перед петлей. А вторую и третью петли провязываем 2 вместе, одной изнаночной петлей бабушкиной, но не сбрасываем их со спицы, а сбрасываем только крайнюю петлю со спицы. А следующую петлю еще раз провязываем изнаночной бабушкиной петлей. Маркер переснимаем. 2 лицевые петли. Симметрия узора. Кромочная, изнаночная, бабушкина. Мы провязали второй изнаночный ряд. Далее работу разворачиваем на лицевую сторону и вяжем опять первый лицевой ряд, как я показывала. Провязали первый лицевой ряд, как я показывала. Разворачиваете работу на изнаночную сторону и провязываете второй ряд, как я показывала. И далее в высоту повторяете первый и второй ряд необходимое количество раз. И у вас получится красивый такой рельефный узор, вертикальные дорожки. Такой классный, красиво смотрится. Хорошо держит форму из любой пряжи. Надеюсь, вам узор понравился. Если понравился, поставьте лайки, напишите комментарий. На этом у меня все. Всем хорошего настроения, легких петелек. Бежите с удовольствием. Пока-пока.